Рыбы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на февраль 2024 года. Посмотрим, чем вас этот месяц порадует, чем удивит и, в принципе, какие события у вас произойдут в течение этого периода. Настраиваемся на расклад и начнем смотреть будущие события. Итак, основные энергии февраля. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни, а также рекомендации от карт. Хочу поднести немножко карты, чтобы вам было их хорошо видно в кадре. Приступим. Общей энергии месяца. У вас ложится девятка монет. Прекрасная карта. Потому что это сконцентрированность на самих себе, на своих задачах. Это желание взять, так сказать, штурвал в свои руки или бразды правления. Это вложение в себя. Это сосредоточенность на своих целях, желаниях, хотелках, своих планах. Это самодостаточность. Это плодотворная работа с своей самооценкой. Потому что вы здесь действительно повышаете и уровень внутренних вибраций, а также качество жизни. Это прекрасные возможности в плане заработка или хороших покупок. То есть здесь спектр значения у аркана, как вы понимаете сами, достаточно широк, поэтому будем смотреть, о чем же здесь конкретно будет идти речь. Дополнительный аркан у вас ложится карта колесница. Итак, это месяц денежных транзакций, как отправки переводов, так и получения. Для кого-то это обретение мобильности, покупка авто. И для некоторых это вопросы раннего бронирования, как заранее проплачивать, скидывать, допустим, аванс за какие-то путешествия, туры и так далее. А у кого-то отпуск. Серьезные траты на поездку, на путешествие. В некоторых случаях на перемену места жительства. Вопросы работы. Колесо фортуны. Кардинальные перемены, знаковые перемены. Но судьба вам здесь дает шанс. Почему? Потому что здесь, как тот самый счастливый случай, управлять судьбой и повернуть ситуацию в ту сторону, которая благоприятна для вас. В особенности, если у вас не устраивала работа, ваши должностные задачи, то есть шанс действительно уйти в новую нишу и кардинальным образом поменять все так, как вы того хотите или того планируете. Посмотрим ситуацию для тех, кто на текущем этапе у нас не работает и работать не может. Здесь шестерка жезлов, карта победы, достижения. То есть найти выход, найти способ, источник заработка. Если мы проанализируем эти арканы, это либо за счет инвестиций, может быть также здесь по этим картам как пассивный источник дохода, так и за счет деятельности через интернет дистанционного формата. Что это? Это уже, конечно, у каждого может быть разное. Ну, то есть начиная от какой-то консультативной деятельности до продажи товаров или услуг. Но, тем не менее, как указывают арканы, это вам в радость, это дается легко и приносит хороший доход. У тех же, кто у нас является соискателем, колесо фортуны и башня. Отрекись от прежнего пути. Вот так могут звучать эти арканы. Почему? Потому что если вы искали или хотели себя реализовать в одной нише, то здесь кардинальным образом поменять жизненную концепцию. Арканы указывают, что здесь будет плодотворным устройство в нишу недвижимости, строительства или субпорядных организаций, которые так или иначе напрямую связаны с недвижимостью. Еще фондовые рынки, то есть трейдерство, биржи, это все ваша стезя, потому что связка этих двух арканов указывает, ну, как, знаете, как на нестандартный подход. Знаете, как перевернуть ваше мировоззрение. То, на что, возможно, вы не делали ставку, чем ранее не занимались, может стать основой вашей жизни, вашей работы, вашего призвания. Для тех, кто у нас является наемным сотрудником, колесница и жрица. Это, по сути, как владеть какой-то информацией, которая вам будет на руку, а именно или предвидеть какие-то ситуации развития вашего предприятия, так сказать, заранее себе соломку подстелить. Или, опять же, вы можете владеть информацией о перспективах вашего повышения или просто увеличения оклада, но именно вам в этой компании. То есть ситуация, которую вы не будете разглашать третьим лицам. Если смотреть развитие этого аркана для тех, кто владеет собственным бизнесом, то семерка жезлов – это преодоление препятствий, борьба с оппонентами, борьба с собственными убеждениями, то есть возможности, перспективы пробить финансовый потолок, достичь неимоверных результатов.
Финансы. Отшельник. Хоть эта карта и не является картой огромных финансовых накоплений, но здесь есть одно но, которое многие могут не учитывать. Во-первых, сама по себе карта отшельник – это копить на старость, откладывать на пенсию, во что-то инвестировать. То есть я не говорю, что вы относите деньги в пенсионный фонд. Нет, это могут быть какие-то другие программы или инструменты, за счет которых вы можете себе обеспечить нормальное будущее. Это раз. Во-вторых, получение дотации, субсидий, выплат, компенсаций, которые вам положены от государства или от предприятия. То есть акцент на, знаете, как то, что положено не именно вам. В рамках месяца это может быть путь аскезы, максимум, на что вы здесь можете тратиться, на обучение, ретриты, на духовные практики, вопросы, так сказать, внутреннего исцеления, потребностей вашей души. Но это не траты на какие-то, знаете, такие весомые материальные блага. Это даже может быть как вопрос паломничества, или даже если это путешествие, то какое-то аскетичное с целью познать и вкусить, как историю, культуру или традиции той либо иной страны изнутри. Не по ярким пафосным туристическим местам, а вот знаете, как настоящую душу того места, которое вы посещаете. Поэтому отшельник – это также желание, может быть, бюджетно путешествовать без лишних затрат. Смотрим с вами вопросы состояния здоровья. Здесь ложится аркан влюбленные. Зачастую это как карта выбора. Выбор в чем заключается? То есть вегетарианство или нет, или там садиться на диету или нет, отказываться от чего-то или нет. Выбор, который по сути обозначит ваш жизненный путь на длительный период, может быть на долгие годы. Это будет значимо. Опять же, поскольку у нас это карта, которая отвечает за парные органы, акцент на почки, надпочечники, яичники, легкие, на глаза, все то, что может вас так либо иначе беспокоить, или если у кого-то есть проблемы с этими органами, обратите на это особое ваше внимание. Потому что здесь должны быть какие-то профилактические меры, направленные на укрепление вашего организма. Вопросы личной жизни. Слушайте, мне кажется, захочешь такое вытянуть, не вытянешь. Вот у водолеев, значимый знаковый период, потому что там тоже череда их дней рождений. Но и у вас, так как у вас, вот фактически с конца февраля и идет уже на март, также цикл и череда ваших дней рождений, просто посмотрите, одни старшие арканы. Вот можете проанализировать, ни у кого из знаков такого нет. То есть для вас это просто фундаментальный месяц, месяц перемен. Итак, мир. Для кого-то закрыть одну страницу жизни и войти в новый путь, в новую эпоху, для кого-то кардинальные и фундаментальные перемены. Для тех, кто у нас свободен, двойка чаш – это обретение партнера, человека для души, для сердца, в путешествии, либо знакомство через интернет на расстоянии. знаете, как найти свою отдушину, найти вторую половину. У тех же, кто у нас в любовных треугольниках, мир и аркан справедливость. По справедливости. Брать на себя официальные обязательства, принимать какие-то знаковые решения, определяться. То есть у кого-то это может быть как вопрос бракоразводного процесса, и для кого-то создание новой официальной семьи. У тех же, кто в стабильных союзах, мир и четверка монет. Попытки сохранить то, что вы имеете. За счет изменения статуса, то есть встречались, решили жить, или живете совместно, пытаетесь перевести отношения на новый уровень, допустим, заключить брак. То есть правдами и неправдами скрепить союз, сохранить, сберечь. То есть для вас это ценность. И смотрим рекомендации от карт. Слушайте, умеренность, это правда, это нонсенс. Хочешь такое вытянуть, не вытянешь. Карта баланса, довольства, умиротворения. Все идет своим чередом. И знаете, когда вы, по сути, как отдаете себя Богу, Вселенной, космосу, у каждого, кто во что верит, то жизнь складывается наилучшим для вас образом. То есть доверьтесь, верьте в лучшее, надейтесь на лучшее. Благодарите каждый день за то, что вы имеете, потому что все познается в сравнении. Я думаю, любой человек это прекрасно понимает. То вот когда мы благодарим за то, что мы имеем, нам Вселенная в 100 крат дает больше того даже, может быть, чем мы заслуживаем. Поэтому по вере вам ваше дано будет. Просите, молитесь, будьте довольны своей жизнью, вносите перемены, в особенности, если вас что-то не устраивает, и вы устали так жить. То есть страшно, понятно, но меняйте. Меняйте и обратите внимание, все энергии будут способствовать этому. Смотрим на неожиданность периода. Что здесь?
Сад, башня, книга. И дно колоды у нас падает карта ребенок. Изучение нового цикла, новых дисциплин, нового образа жизни, новая концепция, новый подход. Сад, медведь, книга, открыть для себя какой-то свет знаний, обрести чью-то помощь, поддержку, раскрыть для себя духовный путь через знания. Опять же, заручиться поддержкой общества, открыть для себя какую-то истину. И знаете, сейчас я хочу посмотреть. Вытягиваю здесь король монет. Сейчас я объясню, к чему я веду. Девушка ко мне обратилась, там смотрела своего непосредственного родственника. Там такая ситуация 50 на 50. Да? То есть человек может дойти в мир иной, и фактически врачи, они, так сказать, опираются на это. Вот если мы посмотрим в целом по этим арканам, действительно у человека может быть новый путь, как вопрос перерождения, трансформации. Но это ситуация, когда человек отработал свою карму и идет в новое. Почему я именно акцент на этом? Потому что он непосредственно этого знака зодиака. Вы не наворачиваете себя, это к вам ни в коем случае не относится, тем более у вас, как видите, на здоровье положительные карты. Это человек уже возрастной. Это просто, знаете, как информация, которая ей будет полезно услышать. Я пытаюсь донести. Конечно, никто из нас не хочет отпускать близких или находиться в такой ситуации, но цикл жизни неизбежен. Пока повернуть время вспять нам не подвластно, поэтому принимаем это как данность. Во всем остальном, если вы увидите, для вас это такой кардинальный процесс трансформации, который несет новый цикл, новые энергии в вашу жизнь и открывает для вас новый мир. Рыбы, мне прям даже самой интересно, что у вас здесь в феврале такого будет происходить, поэтому, пожалуйста, напишите мне. Такое количество старших арканов в одном раскладе, это действительно очень-очень фундаментально. Поэтому буду ждать энергообмена. Вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.